Доброго времени суток вам, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Юлия. Добро пожаловать! Сегодня у меня вторая часть рубрики Dear's Story. Рассказы о том, как поклонники артиста Димаша Кудайбергена узнали о нем и как это знакомство повлияло на их жизнь. Рубрика вторая выходит по многочисленным просьбам. Я безумно благодарна всем, кто оставил под первой частью комментарии. Я прикреплю обязательно в конце или вот здесь где-то ссылку на первую часть. Также я знаю, что мои зрители ждут от меня всегда реакции на новые выступления Димаша. Их уже накопилось достаточно. Я обещаю постараться снять реакции, но, к сожалению, это занимает очень много времени, снять реакцию и сделать монтаж. У меня сейчас такой возможности практически нет, я очень занята, но на эту рубрику я выделила время, поэтому, надеюсь, вам будет интересно. И последнее, перед историями, многие мне, прям каждый пятый, наверное, пишет: Юлечка, куда вы пропали, как вас давно не было. Проверяйте, пожалуйста, подписаны ли вы по-прежнему на мой канал, потому что иногда подписки куда-то улетучиваются. И поставьте колокольчик. И если вдруг вы про меня вспомнили, вам кажется, что вы давно меня не видели, зайдите на мой канал, потому что очень часто выясняется, что люди не видели моих последних видео, просто они им не попадались в рекомендациях, к сожалению. Все, а теперь перейдем к самим историям. Первая история от женщины по имени Татьяна. Лето 2020 года. Ковид. Карантин. В то время я работала в организации, которая давала мне хорошую зарплату, регулярную премию, разного рода бонусы и преференции. Не давала только одного – удовольствия и удовлетворения. Я чувствовала себя загнанной лошадью, которая завязла в сугробах в занесенной снегом степи и тщетно пытается выбраться. Сильная усталость, отчаяние, отсутствие веры в то, что я делаю, хоть кому-то нужно. Я терпела. Но в феврале 2020 года внезапно, собираясь утром на работу, умерла моя подруга, друг детства. Она была молода и здорова. За день до этого мы отмечали ее день рождения, и вдруг она просто упала и умерла. Весь февраль, март и апрель я ничего не хотела, ничем не интересовалась. Моя жизнь стала однообразной и какой-то беспросветной. Впереди я видела только такую же серую, тоскливую, беспросветную жизнь. Я всегда любила театр и хорошую музыку, но тогда все мои интересы потускнели, стали неинтересны. Наступила апатия. Я ничего не хотела и ничем не интересовалась. И вот однажды, после очередного тягостного рабочего дня, после онлайн-конференции, а тогда мы все работали удаленно из-за карантина, я, не вставая из-за компьютера, стала лазить по интернету, пытаясь всяким мусором вытеснить обиду из-за очередной несправедливой взбучки от руководства. Смотрела все подряд, не разбирая. В момент, когда я смотрела какой-то выпуск американского шоу талантов, в комнату зашла моя племянница. Она увидела, что я смотрю, и спрашивает: «А ты знаешь, кто победил в этом шоу в 2018 году?» Конечно же, я не знала. Она говорит: «Поищи, набери имя Димаш». Я нашла. Это была песня «СОС». Я поразилась, какой худенький мальчик, но я больше удивилась тому, что увидела там в жюри мою любимую актрису Дрю Берримор. Лол, тогда меня это больше всего удивило. Выступление было очень коротким, но после того, как закончился этот ролик, YouTube сразу предложил «I'm a singer». Я, конечно же, прошла по ссылке, и сначала я была потрясена, увидев бледного мальчика, который в ожидании, пока объявляют его выступление, стоит за кулисами и сжимает кулаки.
Мне вдруг стало по-матерински жаль этого мальчишку. Захотелось оказаться рядом, взять его за руку, разжать стиснутые пальцы. А потом этот худенький мальчик вышел на сцену и... Дальше я уже не помню. Рациональное сознание отключилось. Остались одни физические ощущения. Как по ногам, начиная от колен, по спине и к затылку побежали мурашки. Как стало жарко щекам, сердце колотилось, и я пыхтела, потому что не хватало дыхания. Я автоматически задерживала дыхание вместе с ним. Но, как вы понимаете, начинала задыхаться намного раньше, чем он заканчивал ноту. В этот вечер я уже не могла остановиться. Я смотрела до поздней ночи, пока мама не выгнала меня из-за компа словами: «Ты с ума сошла? Ты что, завтра не работаешь, что ли?» Но с этого вечера все мое отношение к жизни изменилось. Все дни и ночи я проводила, слушая жадно все его песни, какие попадались. Я даже не знала, что у него есть страница на YouTube. Смотрела фанкамы, читала о нем все статьи, которые находила. В этот период мне очень нужна была правдивая информация. Увы, мне слишком часто попадались фейки и мерзкие оскорбительные статьи. Я не хотела верить. Но тогда я не считала себя дорогой. Я пыталась оценивать рационально. Так пролетели июнь и июль. В августе я ехала с друзьями в путешествие на машине, они болтали, а я в наушниках без перерыва слушала голос Димаша. Тогда у меня в телефоне было совсем мало песен, и я слушала их по кругу, бесконечно, как маньяк. Вернувшись из отпуска домой, я подсела на реакции, жадно пересмотрела все, какие на тот момент были в интернете. В сентябре я поняла, что мне просто физически необходимо с кем-то говорить о нем. Я рассказывала всем подряд, даже таксистам, но друзья и близкие не понимали меня, вежливо улыбались или говорили: «Ну, ты достала уже своим Димашем». Это доводило меня почти до истерики. Я не могла понять, как они не видят, не слышат, не понимают. Это же настоящее чудо. Я злилась, что по ТВ и на радио совсем нет Димаша. И, наконец, октябрь. На Алга Петербург я нашла сообщение, что Димаша выдвинули на MTV USA, и чтобы он попал в пятерку, надо голосовать на YouTube и в Твиттере. В один день я установила Твиттер, Инстаграм, ТикТок, и вдруг оказалось, что у Димаша огромное количество поклонников. Я просто как в теплое море окунулась в этот мир. Вот здесь я нашла все, что мне было так необходимо. Единомышленников, друзей, тех людей, с которыми я могла сутками говорить о Димаше. Это, кстати, не образное выражение, это реальные ситуации. В пятницу я просыпалась в 7 утра, работала весь день. Вечером я садилась голосовать на Ютубе. В субботу утром я ложилась спать. Лол, но тогда я не считала себя дерз. Я думала, это просто моя дань уважения, признания таланту Димаша. Несправедливо, что такой талант до сих пор не получил мирового признания, и я делала все, чтобы помочь ему стать известным. Но однажды, после очередной бессонной ночи, пришло осознание, принятие. Понимаете? Я признала, что глупо спорить с собой. Я Диар. Причем очень страстная и преданная. Я до сих пор помню то майское утро, когда Димаш занял первое место в MTV USA Friday Livestream. Я сняла наушники. Было раннее субботнее весеннее утро. Балкон был открыт. Свежий ветер колыхал занавеску, и под окном пел соловей. А я была в эйфории. Никогда в жизни я не испытывала такого кайфа. Я могу дальше рассказывать о том, как на очередной стадии моего увлечения мне захотелось обязательно увидеть его концерт, и я купила билет на Димаш Digital Show. Этого оказалось мало. Захотелось попасть на его живой концерт, потом на второй концерт. Но это долго, и все, наверное, прошли этот путь так же, как и я. Главное, что теперь я настоящая фанатка Димаша, и я этим горжусь. Я внимательно слежу за своими ощущениями. Я боюсь, что со временем интенсивность моих эмоций убавится. Я буду спокойна и смогу прожить целый день без песен Димаша. Но вот уже 4 года прошло, но яркость и насыщенность моих чувств не убавляется.
Только дерсы способны поверить. С июня 2020 года у меня не было ни одного дня без голоса Димаша. Теперь у меня много друзей, появились перспективы. Я уволилась с той работы, которая мучила меня. Кстати, уволилась, чтобы поехать на концерт Димаша. Сейчас работаю там, где мне нравится, и поняла, что моя жизнь только начинается. Вторая история и заключительная на сегодня. Сегодня будет только две. От Dear моей тезки Юлии. Здравствуйте, дорогая Юлия. Давно хотела поделиться с вами своей историей, но все время откладывала свою исповедь. Моя история ничем особым не отличается, но все по порядку. Я всегда любила музыку. Разную, от классической до популярной и народной. Дело не в жанрах и стилях, а в самих произведениях. Какие-то нравятся, какие-то вызывают раздражение. Особое предпочтение отдавала творчеству Майкла Джексона, группе Queen, французскому шансону, но все мелодии, которые мне нравились, были музыкой прошлого, 20 века. Сама я пишу стихи с 2014 года. Начала после декретного отпуска с третьей дочерью. Тогда для меня то и дело вставала проблема поиска темы для творчества. Где-то в ноябре 2017 года мне все чаще стало попадаться имя Димаш Кудайбергенов. Будучи далека от современной эстрады, я спросила у своей старшей дочери, Даши, кто это? Она улыбнулась загадочно и сказала: «Поищи китайский конкурс I Am Singer». Только начинаю слушать с первого тура. И знаете, Юлия, я пропала. Не помню, сколько раз я включала запись именно его выступления с песней «СОС». Но меня посетило вдохновение, и я написала тогда такие строки. Димаш Кудайберген. Кто он такой? Я это имя раньше не слыхала. Все говорят, певец он неплохой, но современный хит меня не привлекает. Мой эталон – Битлы и группа Queen, Джон Леннон, Элвис Пресли, Майкл Джексон, а их хиты It's Late и Imagine уж классика считают повсеместно. Мне стало интересно, отчего весь мир так от Димаша лихорадит, и я решила глянуть на него. Один лишь ролик, для знакомства хватит. На сцене парень молодой совсем, волнуясь, микрофон в руках он держит. Софитов свет погас, Димаш запел, поклонникам даря свой голос нежный. И мир перевернулся для меня, чудесной песней душу наполняя, а я смотрю, дыхание затая, на мальчика, посланника из рая. Ком в горле, слезы на глазах, и бьется сердце, пойманное в плен. Так ангелы поют на небесах, а на земле Димаш Кудайберген. И я могу сказать, да, он талант, его готова слушать неустанно. Прекрасный ограненный бриллиант, сокровище степного Казахстана. С тех самых пор я не знаю проблем с выбором темы. А в 2019 году я познакомилась с Алисой Каплуновой из Австрии. И мы уже 4 года вместе с ней пишем диалоги Dears. Юля, извините, я так и не ответила на ваш вопрос, что изменилось в моей жизни с появлением в ней Димаша. Я, наконец, вылезла из своей скорлупы. Стала активнее общаться с единомышленниками, то есть Dears. Перестала стесняться своего творчества. До 2017 года я писала в стол и выкладывала только на портал стихи.ру. За время, что я слушаю Димаша, я издала 2 авторских сборника «Поэзии непрошенные мысли» и «Прекрасной музыки живительный родник». Также вышли 2 наших совместных сборника с Алисой при участии еще одной Dear из Канады – Веры Капинос. Извините, ударение не знаю. Музыка Димаша рождает силы для творчества. Он настоящая муза. С уважением, Юлия Селиванова, город Сарань, Казахстан. Ой, вот такие у нас чудесные
истории сегодня. У меня у самой аж сердце колотится, когда я их читаю, переживаю вместе. Вот с девочками, кто написал, поделился. Очень вам благодарна, мои дорогие. Дорогие Димаши. Вот. И, кстати, хочу сказать, что вот эти диалоги Диарс я читала. Девушки пишут просто замечательные стихи на каждое выступление, на каждое событие, которое происходит в творческой жизни Димаша. И вообще, интересно ли вам стихи, например, чтобы я почитала, которые пишут Диарс, посвящают Димашу? Мне кажется, будет очень уместно, если Юлия с Алисой, вы под этим видео оставите ссылки, координаты, где можно почитать ваши прекрасные произведения. А на этом я буду с вами прощаться. Пожалуйста, у кого есть интересные истории, пишите мне. Я с удовольствием их прочитаю. И я желаю вам всяческих благ, здоровья и наслаждения музыкой, добром в лице нашего любимого артиста Димаша Кудайбергена.